Друзья, хоть я и далек от всех трендов в мире насчет мобильных игр, скажу, что игровые смартфоны — это та ниша, которая в скором времени 100% будет очень сильно развиваться. Игровых моделей уже сейчас действительно много, но покаместь и ценники на них слишком велики. Все из-за того, что спектр слишком узконаправленный и спрос все еще не так велик. Но я уверен, что не пройдет и 5 лет, как компьютеры и ноутбуки отойдут на задний план, и смартфоны станут теми устройствами, которые заменят нам абсолютно все. Сегодня поговорим с вами о том, какими техническими характеристиками должен обладать современный игровой смартфон. И как пример представлю вашему вниманию свой топ-5 лучших моделей игровых смартфонов на сегодня по версии канала DevideU. Не забывайте подписываться, ставить лайки, ну а мы начинаем. При выборе смартфона для игр стоит обратить свое внимание сразу же на несколько ключевых факторов. Во-первых, это производительность. Самым важным в любом игровом устройстве, будь то системный блок, ноутбук, моноблок или смартфон, является процессор и его графический ускоритель. Самыми мощными представителями на сегодня являются чипы от Snapdragon 865 и выше. Устанавливаются на многие Android-устройства флагманского уровня. Помимо этого существуют чипы от Exynos на смартфонах Samsung и Kirin в Huawei и Honor. Также обязательно в сочетании с процессором должен быть интегрирован производительный видеоускоритель и не менее важное достаточное количество оперативной памяти, не меньше 8 ГБ. Далее экран. Конечно же, для комфортной игры необходим качественный, яркий и самое главное не вредный для глаз экран. Сейчас практически все смартфоны так или иначе оснащены AMOLED экраном, и лично я в нем не вижу абсолютно ничего плохого. Многие лучше советуют брать с IPS матрицей, не так будут сильно уставать глаза, не будет шима, широтно-импульсной модуляции, но и AMOLED также подойдет. Размер экрана. Чем больше, тем удобнее, но не стоит забывать и про разрешение. Лучшим вариантом станет Full HD+. Такого количества пикселей будет достаточно, чтобы разглядеть самые мелкие детали на игровом поле. Но если и этого будет мало, то Quad HD. И последнее – аккумулятор. Игровые смартфоны очень требовательны в плане потребления энергии. Стоит рассматривать варианты с объемом не менее 4-5 тысяч мАч, а если есть возможность, то можно и больше. Быстрая зарядка будет также кстати. Итак, с требованиями мы разобрались, теперь можем смело переходить к выбору моделей. И первый смартфон от компании Xiaomi Black Shark 3. Средняя стоимость по России 40 тысяч рублей. Модель появилась в продаже в середине 2020 года, и с того момента цена несколько снизилась. Отзывы большинства пользователей в большей мере положительные, хотя многие жалуются на доступность в магазинах. Смартфон выглядит круто и стильно, оснащен AMOLED-дисплеем от Samsung с диагональю 6,67 дюймов и разрешением 2400 на 1080 точек. Фронтальная камера на 20 мегапикселей с диафрагмой 2.2, а частотой обновления экрана 90 Гц. Жаль, конечно, что не 120 или 144, но справедливости ради скажу, что это самая дешевая из лучших моделей в топе, поэтому то ли еще будет. Основная камера состоит из трех модулей. Основной 64 мегапикселя с диафрагмой 1.8, второй широкоугольный на 13 мегапикселей с диафрагмой 2.3 и третий вспомогательный. Максимальное разрешение видеосъемки 4К при 60 кадрах в секунду. Смартфон работает на производительном процессоре Qualcomm Snapdragon 865 с видеочипом Adreno 650 и системой AI Engine. Обладает двойной системой жидкостного охлаждения, 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной флеш-памяти. Аккумуляторная батарея объемом 4720 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Присутствует голосовое управление, смартфон распознает основные команды и применяет их во время игр. В смартфоне установлены 6 модулей Wi-Fi и Bluetooth версии 5.0. Имеется 3,5 мм аудиоразъем для подключения наушников Type-C, но нет чипа NFC. Но зато очень демократичная цена за действительно крутой игровой смартфон. Следующий смартфон хоть и классифицируется как не игровой, но при этом владеет очень крутыми техническими характеристиками и на сегодня во многих источниках именуется как убийца флагманов. Это OnePlus 8 Pro.
Изначально стоил значительно дороже, практически 70 тысяч рублей. Но благо сегодня ценник очень хорошо уронили, и уже сейчас в некоторых магазинах России, если поискать, его можно урвать за 53, а то и 52 тысячи рублей. OnePlus внешне выглядит классически, более сдержанно, чем все остальные представленные модели в этом топе. Но за всей ширмой спокойствия скрывается зверь. Он обладает крупным Fluid AMOLED экраном с диагональю 6,78 дюйма с разрешением 3168 на 1440 точек и частотой обновления экрана 120 Гц, за счет чего достигается та самая плавность картинки и комфорт в высокодинамичных игровых сценах. Сканер отпечатков пальцев в экране и фронтальная камера на 16 мегапикселей с диафрагмой 2.5. На обратной стороне смартфона расположилась основная камера, состоящая из 4 модулей. Основной модуль от Sony IMX689 на 48 мегапикселей с диафрагмой 1.8. Второй ультраширокоугольный с углом обзора 120 градусов, также на 48 мегапикселей с диафрагмой 2.2. Третий 8-мегапиксельный телевик с оптической стабилизацией и четвертый вспомогательный на 5 мегапикселей. Максимальное разрешение съемки видео 4К при 60 кадров в секунду. По части железа смартфон также оснащен мощнейшим Snapdragon 865 со встроенным 5G модемом и видеочипом Adreno 650, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти LPDDR5. Емкость аккумуляторной батареи составляет 4510 мАч, поддерживается быстрая и беспроводная зарядка с защитой от воды по технологии IP68 и есть NFC. Так что если вы хотели себе аккуратный, стильный, но в то же время мощный игровой смартфон, тогда OnePlus 8 Pro это именно то, что вам нужно. Следующий игровой смартфон от компании Nubia – Red Magic 5G. Было время, когда данный смартфон можно было урвать за 50 тысяч рублей. В прошлом году цены были супер отличные, но с января месяца 2021 года ценник вырос до 60 тысяч и пока не намеревается куда-либо двигаться. По данной модели отзывы в большей мере положительные, и многие игроманы о нем очень хорошо отзываются. Изначально, если помните, Nubia была оформлена как дочернее предприятие компании ZTE, но с 2015 года она стала полностью независимой и самодостаточной компанией со своим производством. AMOLED-экран с диагональю 6,65 дюймов и разрешением 2340 на 1080 точек, а также адаптивной частотой обновления до 144 Гц. Выше размещена фронтальная камера с разрешением 8 мегапикселей и диафрагмой 2.0. Спинка смартфона полностью стеклянная, здесь же расположилась основная камера, состоящая из 3 модулей. Основной модуль на 64 мегапикселя с диафрагмой 1.8, второй ультраширокоугольный объектив с диафрагмой 2.0 и третий макрообъектив на 2 мегапикселя. Максимальное разрешение видеосъемки до 8К при 15 кадров в секунду, а 4К при 60 кадров. По железу все тот же мощный 865 Dragon с графикой Adreno 650, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Модель оснащена системой активного охлаждения с регулировкой скорости вращения лопасти вентилятора. Доступ к развернутым игровым настройкам открывается в геймерской среде GameSpace, где также можно управлять LED-подсветкой, кнопками и уведомлениями. Встроенная батарея не сильно выделяется объемом 4500 мАч, но заряжается на 68% всего за 20 минут от быстрой зарядки на 55 Вт, а полный заряд достигается за плюс-минус 40 минут. Модель отлично зарекомендовала себя на рынке и в целом показывает в геймерской среде сугубо положительно. Следующий игровой смартфон от компании Asus Zenfone 7 Pro. Модель вышла в середине 2020 года и на тот момент стоила внушительных 83 тысячи рублей. Спасибо времени ценник значительно снизился до 60 тысяч, а если еще немножко порыскать, то в некоторых магазинах России его можно будет даже выцепить за 58, а то и 57 тысяч рублей. Стильный современный дизайн, сканер отпечатков пальцев расположился сбоку в мультифункциональной кнопке включения. Экран модели построен на AMOLED-матрице с диагональю 6,67 дюймов и разрешением Full HD+, 2400 на 1080 точек и частотой обновления 90 Гц.
Фронтальная камера здесь немножко интересная, в качестве нее выступает основная, но в поворотном модуле, у которой для стандартной фото и видеосъемки используется единый модуль, основной на 64 мегапикселя с сенсором Sony IMX686 с фазовым автофокусом и оптической стабилизацией по 4 осям. Второй сверхширокоугольный объектив на 12 мегапикселей и третий телевик с эквивалентным фокусным расстоянием объектива 80 мм на 8 мегапикселей. Максимальное разрешение видеосъемки до 8К при 30 кадров в секунду. По железу флагманский процессор Snapdragon 865+, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Игры на таком железе без преувеличений идут на максимальных настройках графики. Емкая аккумуляторная батарея 5000 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки. Заряд с 0 до 60% занимает всего 35 минут. Стоит сказать, что это отличный флагман в первую очередь с серьезной игровой составляющей, мощным железом, а также сильным упором на фотовозможности. И последний мастодонт данного топа — игровой смартфон, также от компании Asus, модель ROG Phone 3. Средняя стоимость по России 70 тысяч рублей. Спасибо, конечно, что не 90, как изначально, но в некоторых магазинах сейчас можно и найти и за 68, так что имейте в виду. Во многом данная модель похожа на своих предшественников, но при этом стала чуть более стильной, как по мне. Внешне спокойный и аккуратный, если не включать подсветку логотипа, но внутри кроется без. Сенсорные клавиши Air Triggers – главная особенность ROG смартфонов, теперь дополнены датчиком движения. Они реагируют не только на прикосновение, скольжение или долгое нажатие, но и на различные другие жесты, что позволяет разбить управление на массу команд. Если сдавить смартфон в нижней его части, активируется или выключается режим разгона ROG X. При этом сообщает, что делать это не обязательно, смартфон сам его активирует при запуске требовательных приложений. В комплекте со смартфоном идет вентилятор Air Active Cooler 3 для дополнительного охлаждения устройства. Помимо этого в комплекте идет обновленный игровой геймпад ROG Kunai 3 для более удобного управления, ROG Clip для использования смартфона с контроллерами PlayStation 4, Google, Stadia или Xbox. Док-станция ROG TwinView 3 с возможностью вывода изображения на второй экран. Экран 6,59 дюйма AMOLED с разрешением 2340 на 1080 точек с нестыдной частотой обновления экрана 144 Гц и временем отклика 1 миллисекунда. Список игр, поддерживающий 144 Гц, уже весьма длинный и с каждым днем становится все больше и больше, поэтому наличие такой технической составляющей будет очень даже кстати. Помимо этого, гибкая настройка экрана. Можно выставить фильтр синего для уменьшения усталости глаз перед сном, настроить отображение информации на смартфоне с заблокированным экраном Always On Display, настроить частоту обновления экрана, а также отрегулировать цветопередачу с многочисленными доступными параметрами, причем как при помощи предустановок, так и вручную. А фронтальная камера здесь 24 мегапикселя с диафрагмой 2.0. На обратной стороне смартфона основная камера, состоящая из 3 модулей. Основной модуль Sony IMX686 с разрешением 64 мегапикселя и диафрагмой 1.8. Второй модуль обладает разрешением 13 мегапикселей и широкоугольным панорамным объективом с углом обзора 125 градусов, а третий с разрешением 5 мегапикселей предназначен для макросъемки. Asus ROG Phone 3 – очередной смартфон, который умеет снимать видео в 8К до 30 кадров в секунду, но основным остается 4К при 30 кадров в секунду с цифровой стабилизацией. По железу используется процессор Qualcomm Snapdragon 865+, с графическим видеоускорителем Adreno 650. В зависимости от версии от 12 до 16 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5 и накопитель стандарта UFS 3.1 емкостью 512 ГБ. Огромная аккумуляторная батарея объемом 6000 мАч, а комплектный адаптер питания позволит оперативно восполнить запас энергии, так как поддерживается режим быстрой зарядки Quick Charge 4.0, а мощность зарядного устройства составляет 30 Вт. Есть полный набор беспроводных модулей, в смартфоне предусмотрено 6 находящихся в разных местах Wi-Fi антенн и, естественно, современный смартфон оснащен модулем NFC для бесконтактной оплаты.
В общем, смартфон нафарширован по полной. Из-за этого он, конечно же, получился немножко увесистым, но, друзья, в данном случае вы в первую очередь приобретаете игровое решение, считайте производительную, качественную игровую консоль, а только потом смартфон. Несмотря на все плюсы игровых новинок со своими крутыми интересными дизайнами, современными технологиями и производительным чипом, игровые смартфоны все так же продолжают несправедливо оставаться в тени. Но игровой рынок растет, и я уверен, что в скором времени мобильный гейминг со своими турнирами разрастется и станет еще более популярным, а игровые смартфоны, в свою очередь, станут более востребованы. Друзья, что вы думаете насчет игровых смартфонов? Стоит ли их брать и вообще имеют ли они право на жизнь? Обязательно пишите свои мысли в комментариях. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал, если вдруг еще не подписаны. Обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные и познавательные видео. А меня зовут Влад, вы смотрели канал DivideU. До скорого.